Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород, Барнаул. Середина августа. И сейчас хочу сказать несколько слов о моих перчиках. Что-то на улице очень холодно. Настолько, что даже теплицу полностью приходится закрывать. Такой холод, что наводит на мысли о возможных даже заморозках. Иногда такое бывает в нашей местности. Конечно, в тепличках тоже ночами очень-очень прохладно, мягко говоря. И растениям приходится нелегко. Но, тем не менее, вот перчики растут. Собрано уже, я не знаю, больше, наверное, половины плодов. И осталось их еще довольно много. Сейчас хочу рассказать о некоторых сортах перца. Ну, прежде всего, самый крупный перец из всех моих перчиков — это перец сорта Рид. Вот такие вот перчины он нарастил. Сейчас один попробую отделить. Ножницы не захватил с собой. Срезать, конечно, гораздо более правильно. Вот такого размера перец. Это сорт Рид. Много лет назад получил этот сорт от знакомых огородников. И этот перец с тех пор растет на моем участке. Он и в открытом грунте показывал себя неплохо. И в теплице тоже растет хорошо. Он довольно крупного размера. Завязывает, вот видно, немало плодов. У меня его немного. Я не очень люблю крупноплодные сорта. Ну, скорее для интереса его выращиваю. Вот всего 2 кустика. Оба кустика хорошо плодоносят. Так что в целом перец сорта Рид показывает себя неплохо. Он не очень толстостенный. Хотя тоже, конечно, не пустой совсем уж. Я в разрезе, по-моему, его как-то уже показывал. Так что самый крупный перец этого сезона по-прежнему перец Рид. Вот такой вот интересный перчик. Посмотрим, что еще есть из перцев интересного. Пробовал в этом сезоне вырастить новый для меня сорт перца малютка. И вот такие перчики выросли. Видно, что этот перец выглядит очень оригинально, очень симпатично. Плодики такого небольшого размера. Вот такие. Ровненькие, гладкие, сладкие, хорошего вкуса. Ну, что можно сказать? Может быть, по весу урожай будет и не очень большой. Все-таки плодики маленькие. Но смотрятся они очень хорошо. Их можно и кушать и в свежем виде. С удовольствием это делаем. И, наверное, в заготовках они будут смотреться тоже замечательно. Вот такой вот сорт малютка. Причем малютка красная. К сожалению, не получилось вырастить малютку желтую. Тоже такие же должны быть перчики, но желтого цвета. Вместо них тоже вырос сорт малютка красная. Вот так почему-то получилось. Покупал малютку красную и малютку желтую. Выросла только малютка красная. Причем, что интересно, даже кустики разные. Вот один, вот второй. Но плоды и в том, и в другом случае красные. Ну, что я могу тут сказать? Так бывает. Вот так выглядит рядышком этот перец, рядом с сортом Рид. Что еще здесь интересного? Желтый перец тоже имеется среди этих перчиков. Это сорт Гладиатор. Много лет его выращиваю. Он, пожалуй, если уступает немного сорту Рид по размеру, вот такие вот перчины, то не намного. Ну, сейчас не буду срывать, не требуется. И так хорошо видно. Он более толстостенный, такой массивный, крепкий, желтого цвета насыщенного. Имеет даже оранжевый небольшой оттенок. Очень сочный, вкусный.
Так что перец сорта Гладиатор, ну, я считаю, показывает себя очень хорошо. Плодов этот сорт тоже завязывает немало. Вот столько на кустиках. Подчеркну, что уже довольно много плодов снято. И сейчас еще достаточное количество. К сожалению, в этом сезоне сорт Купец мой любимый сорт. Из-за того, что произошло переопыление, такое происходит, когда перец выращивается рядом разных сортов. Ну вот, Купец вырос уже такой, что не похож сам на себя. Придется покупать в магазине снова семена и этот сорт обновлять. И еще, на мой взгляд, очень интересный сорт. Это сорт апельсин. Вот он. Он может быть не такой маленький, как малютка красная, например. Чуть покрупнее, такого яркого оранжевого цвета. Действительно, по цвету напоминает апельсин. Довольно много плодиков на кустиках. У меня его немного, но тоже пара кустиков этого сорта имеется. Вот столько плодов. Снято уже изрядное количество. Этот перец очень симпатичный, поэтому его, собственно, каждый сезон и выращиваю. Но кроме того, он еще очень сладкий. Один из, пожалуй, самых сладких сортов перца. Сорт апельсин. Ну а что еще тут осталось? Больше вроде бы ничего особенного. Ну, единственное, что скажу пару слов добрых о перце сорта турецкие змеи. Пожалуй, это самый оригинальный сорт перца из всех моих перчиков. Вот такие перчинки. Вот они. Красные, длинные и очень сладкие. Пожалуй, слаще вот этого перца только перец апельсин. А так вот эти вот перчики, несмотря на такую форму, очень сладкие. Плодов тоже изрядное количество. Очень много уже снято. И еще осталось немало. Эти перцы хорошо идут в заготовки. Можно кушать их в свежем виде. Хороший перец. Еще забыл упомянуть про перец сорта Леся. Вот, по-моему, еще красненький остался. Вот он, сорт Леся. Перец в виде сердечек. Плодиков довольно много, но снято их, пожалуй, больше всех. Он начал поспевать очень рано, и осталось этих перчиков немного. А вообще сорт очень хороший. Ну, кроме этого, еще небольшое количество перцев выращиваю для эксперимента безрассадным способом. Вот это небольшая грядка. Эти перцы посеял в грунт семенами. Они растут потихоньку. И даже вот сорт турецкие змеи здесь есть. Вот он завязал немало плодов. И начал даже потихоньку поспевать. Вот так растут перцы при посеве в грунт в тепличке. Здесь еще перцы морозко. Вот. Тоже плоды завязались. Но, конечно, уже сейчас даже ясно, что, возможно, они и поспеют, но урожай при посеве перца в грунт получается меньше, чем через рассаду. Так что тут уж ничего не поделать. Вот это сорт должен быть Купец, но, к сожалению, немножко сортовые признаки потеряны. Хотя вполне можно выращивать перцы и таким способом. Это уже сейчас очевидно. Если нет возможности выращивать рассаду совсем, то можно выращивать перчики и без рассады. Вот сорт Леся здесь тоже растет. Вот на этой грядочке, повторюсь, все перцы посеяны семенами прямо на грядку в начале мая. Как бы то ни было, перцы понемногу поспевают. И сегодня-завтра будем собирать очередные спелые плоды. Коршун на боевом посту. Ну а я собрал перчики. Очередной сбор перцев оказался следующим. Собирали перцы уже, наверное, раза 3. Не считая того, что одиночные плоды срывали уже
самого начала их поспевания. Получилось вот столько перчиков. Не перестаю удивляться тому, какие красивые все-таки плоды у перцев. Даже разложил по сортам. Вот это Рид, вот здесь Алибаба, Купец, Гладиатор. Ну, здесь тоже Купец, к сожалению, переопыленный. Леся, вот так вот выглядит, можно показать более тщательно. Ну, здесь понятно, турецкие змеи, апельсин и малютка красная. Какие красивые вот эти перчики. Толку от них может быть не очень много, они маленькие, но очень симпатичные и вкусные. И никак не могу от них отказаться. Вот столько перцев получилось. Что можно сказать? Урожай может быть не очень большой, но тем не менее для нас этого более чем достаточно, тем более это уже третий сбор. Сейчас будем перцы резать в основном и отправлять на заморозку. Ну, может быть, некоторое количество замаринуем. Посмотрим. Кроме того, в тепличке еще осталось немало перцев, которые еще не поспели. Вот столько еще зеленых плодов. Тут и Леся, тут и Гладиатор и другие сорта. Наверное, будет собрано еще примерно столько же, как минимум. И еще небольшое количество ожидается все-таки от безрассадных перцев. Ну, как бы то ни было, перчики поспевают, и это очень хорошо. В конце пожелаю всем огородникам тоже выращивать перцы. Получайте хороший урожай, кушайте их с удовольствием. Всем всего самого доброго. До свидания.